Разбор channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках. Подожди, надо вступление сделать. Итак, друзья, всем привет! Сегодня к нам на ремонт приехала такая вот замечательная Scania R500 с двигателем, 16-литровым двигателем V8, мощностью 500 лошадиных сил, с топливной системой PDE. Этот автомобиль и двигатель еще с тех времен, когда создавали и стремились сделать качество. Да? Не то, что сейчас Евро 6 и прочее, это Евро 5 у нас, да? Пробег 1 миллион 700 с копеечками. 40. И у него сейчас начало попадать масло в систему охлаждения. Вот там вот маслица есть. Вот, сейчас уже меньше. Он сам пытался устранить эту проблему, то есть поменял теплообменник. Это самая основная первая причина вот этой вот истории. Поменял, какое-то время поездил, вроде было хорошо, остатки выплывали, но, видимо, не остатки, оно все равно появляется и появляется. То есть, и начало уходить антифриз потихоньку. Понемногу подливает, а на щупу эмульсию где-то видит. Мое предположение, как у меня было уже видео у нас на канале, что на том, что на этом, либо это заглушка сзади, за кожухом маховика имеется заглушка, где масляный канал идет. Вспомнил. Смешивается, соответственно, масло с антифризом там. Либо кавитация гильзы, как у нас также было на канале, только было 13-литровое, попадало антифриз в масло и наоборот. Сейчас, чтобы нам выявить проблему, что именно у нас где уходит, как попадает масло в антифриз, мы снимем поддон, дадим давление в систему охлаждения и будем смотреть, откуда потечет. Если с маслозаборника, если потечет, то, соответственно, это значит задняя заглушка. Если же с гильз, соответственно, гильза какая-то пришла в негодность. Человек сам понимает, что уже пробег большой, 1 700 000, скорее всего, там надо делать full ремонт полный, но все-таки надеется как-то выйти по минимуму. Приподнимем машину, подъемником машину, залезем, сольем масло, снимем поддон. Ну да. Да, погнали. Все, погнали. Всем приятного просмотра. Вон еще одна красивая Scania в ремонте. Автомобиль 2009 года рождения. Вопрос подписчикам, кто знает, почему новое поколение машин, уже грузовиков, не знаю, отказались от V-образных моторов. Друзья, не забывайте, что ваша поддержка очень важна для нас. Это ваши комментарии, лайки, подписка на канал. Кто хочет, может поучаствовать финансово в развитии нашего канала, наших всех каналов. Потому что нам сейчас очень-очень сложно это все делать. Везде нас блочат, везде нам вставляют палки в колеса. Поэтому есть кнопка «Спасибо», есть спонсорство. Ну а мы, конечно, будем вам благодарны и будем радовать вас новыми видео. Так, сейчас мы сразу дадим давление, пока будем снимать поддон. Уже немножечко там постоит, потечет, можете. Если будет капать, так не материтесь, у нас контент дети смотрят. В том числе. Есть? Вон, сними там. Что там? Эмульсия? Да, ты что не снимешь, не включишь вот так вот. Здесь так и не отмажешься. Все-таки наше мнение будет правильным, скорее всего, какой-то. Очень правдоподобно будет. На заднюю эту
резиночку под кожухом маховика. Блин, почувствовали. Под замену пойдет. Видно? Угу. Вот сюда прям, чтобы видно было, что потечет. Антифриз будет или не будет. Ну, вроде масло чистое. Большого количества нету. Ну, скорее антифриз выпаривает. То есть, если он даже сюда и попадает, то есть его выпаривает. Это будет под крышками, клапанами, должно быть тоже видно эмульсии. Что тут видно? Вот это вот что? Сильно не видно, да, в небольшом количестве, потому что, скорее всего, успевает выпариваться. Поддон снимаешь, да? Потихонечку, да. А вообще удобно с этим миньоном ходить? Все, миньоны вперед. Что? Поход делать подтекает передний сальничек. Соответственно, поэтому тут немножко и грязь. Вот так он выглядит. Что, даем еще давление и ожидаем. Встал? Ага. Сюда нельзя воздух кинуть с этого Можно. компрессора? Чтоб все патрубки разорвало, да? Друзья, подскажите, что это такое? Я никогда не видел. На подножке такая вот розетка. Что это? Для чего это? Я просто здесь пару капель есть. Просто засниму, что вот на заборнике. Ну, покачай. Пока там оператор качает, я здесь вот увидел, вот здесь вот 2 капельки антифриза, 3, на заборнике. То есть, видимо, где-то все-таки с этой заглушки у нас антифриз сзади выходит. И вот здесь пока течет масло, ну, то есть мы еще недостаточно дали давление. А вот сейчас он дает давление у нас, и где-то тут начинает. Вот, в теории, ну, капает постоянно здесь масло. В теории должно появиться у нас вот здесь антифриз. Но наличие вот здесь вот масла у антифриза уже говорит, что все-таки сюда антифриз попадает. Надо определить все-таки откуда. Но если это с ГРМа сзади здесь, то, видимо, все-таки это сзади, это заглушечка. Мы видим, надо, наверное, немножечко обождать, дать давление и ждать, чтобы масло все стекло. И тогда начнется чисто капать антифриз. Потому что сейчас пока антифриз выталкивает оттуда масло, отсюда. Пока он весь его не вытолкнет, мы будем видеть только масляные потеки. Ну, затем уже, конечно, появится и антифриз. Все, даем давление, ждем. Решил подлить? Да, чтобы меньше качать. Заполнить пространство, я понял. Да. Не, уходит прям быстро. О, теперь заборненько потекло. Хорошо. Ну, масло пока течет. Сейчас выдавит все масло, пойдет антифриз потом. Вижу. Вот эта труба, и с нее вот капает. А до этого с нее вообще не капало. Угу. То есть я дал давление и начал капать. Когда я залазил с своим телефоном сюда, здесь вообще было сухо, то есть, ну, ничего не было, я даже туда заглянул. Ага. А сейчас вот масло потекло. Сейчас масло прокапается и пойдет антифриз потом. То есть это будет говорить о том, что это задняя заглушка. По гильзам пока нигде ничего, то есть не видно, чтобы там где-то набиралось. Но нам надо будет еще сейчас двигатель покрутить. Ну, уже 99% это то, что все-таки там сзади заглушка потекла резинкой. Угу. Допинг не нужен? Портвейн 3 семерочки, чтобы быстрее качать. Такое не пьем. Славик, что ты там видишь? Расскажи. С самой трубки изнутри хорошо течет, да? А вот и начало по бугелю течь что-то. По бугелю течет. Да. Слышал? Пошел антифриз, хорошо, сильно по трубке заборника снаружи. Ну, это вот эта крышка, про которую я и говорил. И о чем вы договорились? Снимаем, сейчас мы смотрим состояние двигателя общее.
То есть мы скроем вкладыши, посмотрим их состояние. По одной штуке, да, снять? Да, там шатунный один, там коренной. Ну, коренной пока не знаю, шатунный начнем. А шатунный... Ну да, пока уже мотор ну, грубо говоря, есть доступ, уже да. сразу посмотреть. Да, затем мы поднимем кабину, сняем им форсуночки, посмотрим состояние гильз. Если они еще более-менее живые, адекватные, то есть тогда мы снимаем кожух маховика, коробку и делаем все на месте. А если требует ремонта, соответственно, снимаем двигатель и полностью капиталим. Угу. То пока вскроем вкладыши. Так, и какой же нам снять? Ну какой самая большая нагрузка? Охуенно. Ну все. Но тот, который удобно открутить и закрутить будет. Ну да. Честно говоря, вообще неудобно. Ни одни, ни другие. Гильзы вроде более-менее адекватные снизу. А как сверху? Не знаю. Так быстро? Итак, надо тряпочку. Нижний. Новье. Это нижний, а вот верхний сам, ну, который работает. Они у нас Scania Original. Вот есть. Вот, ну, то есть вот это вот от всех до всех это выработано. Ну, вполне себе еще в хорошем состоянии для такого пробега, я скажу. Вот это что за задир-то? Ну, пятнышко уже начинается. Ну, друзья, подскажите, можно на таких ездить, либо лучше поменять? Что вы думаете? Так, этот уже нижний похуже. Верхний вот такой. А там уже весь желтый Ну, пошел. да, уже до металла начали доходить. Вот. Угу. Видите? Друзья, я думаю, что со мной согласится каждый автомобилист, что в настоящее время видеорегистратор должен быть неотъемлемой частью любого автомобиля. Я думаю, это факт. И вы только посмотрите, что я нашел. Это новый видеорегистратор Neoline Vocam Wi-Fi. Оп, давайте посмотрим на него. Вот такой вот красивый видеорегистратор. Он очень компактный. Я таких еще не видел. Вот давайте для сравнения. Спичечный коробок, ключ от автомобиля. Вот так вот. Я могу его установить за зеркалом заднего вида, при этом он вообще не мешает обзору, а его объектив лишь на пару миллиметров выступает из-за вот этой солнцезащитной полосы. При этом регистратор можно установить даже вот таким образом. Качество съемки вообще поражает, что днем, что ночью. Full HD съемка и угол обзора 140 градусов. Оптическая стабилизация. Номера автомобиля видны издалека. Универсальное крепление данного видеорегистратора позволяет его установить на вертикальное стекло. Например, как мы сейчас в грузовике, либо в автобусе. Это тоже очень классно. И здесь очень много классных фишек, в том числе онлайн-просмотр видео прямо на смартфоне через приложение. Также через это приложение вы можете скачать необходимые моменты сразу на телефон. Также здесь есть режим парковочной съемки событий и много-много других полезных функций. Я заказал такой видеорегистратор своему отцу, своему брату. Также буду советовать своим друзьям и вам. Ссылка на регистратор в описании к данному видео. Заходите, заказывайте. Ну а мы продолжаем. И коренной. Ну, тоже такой еще пока. Ну, конечно, уже время-то уже подошло. Но прям, чтобы к криминалу ничего пока не видать. Да, прям Тоже Scania оригинал. Так, вот наш корень. Представляете, 1 800 000. Вот раньше технику делали-то. Но это, конечно, еще большое значение имеет, как ее эксплуатировали, правильно? Какое масло видим, как обслуживали. Тут она участника получается. То есть он же водитель, он же хозяин, он же водитель. Сам ездит на ней, обслуживает вовремя. Поэтому и... Ну, конечно, неизвестно, как купил, когда и как до него эксплуатировался. А так, по маслу видно, да, такое все. Ну, сейчас скроем клапанные крышки, посмотрим, что у нас там еще. Угу. И затем снимем форсунки и посмотрим цилиндры. Накручиваем пробку, чтобы у нас ничего не потекло. И начинаем делать поступательно-возвратные движения. Возвратно-поступательные. Этот момент всегда напряженный.
Посмотрите, какой он огромный. Огромный, мощный. Ты меня, что ли, снимаешь? Конечно, это про тебя. Ну реально, по сравнению с рядным, ну, как два рядных. У тебя на каталке была. Вот здесь видно немного эмульсия есть. То есть цвет такой своеобразный. И вот она эмульсия, то есть. Ну, Видно? да. Ну-ка еще раз назови. Вот она. Вот. И вот это и есть эмульсия. То есть антифриз, который попадает туда, он выпаривается и кверху сюда в виде пара вот на крышках остается. Ну, либо сапуна еще подкидывает. Выплевывать должно сапуна тоже быть. Сапуне много. Все, наша задача снять вот эту вот форсуночки. Вот такие вот удары, что это? Повреждения. Ну, видишь? Может было какое-то у него повреждение, может штанги. Смотри, било вон. Ну, прям видно, что что-то было. Он все побито. Ну, скорее всего, до этого было что-то у него. Обрывало, наверное, клапана, либо что-то обрывало. Но при этом головка не поднималась. Откручиваем проводку на форсунке. Полностью откручивать их не надо. Прослабили, вытянули. Достаточно. Болты, да. Возьмет. Распредвал толкает толкатель. Через штангу усилия передаются на одну часть коромысла, а другой часть коромысла нажимает на мостики, которые соединяют по два клапана. Правильно? Впускные и выпускные. Еще плюс средний — это форсунку. Нажимаете на форсунку, чтобы делать впрыск. Это я рассказал для тех, кто такой же, как и я. Ничего не понимает в моторах, но хочет узнать. Ну, это возможно, да, после ремонта это бывает. Надо, чтобы машина поработала, желательно. Ну, можно даже и поездить. Из-за кольца должны притереться. Он за клиента. Не страшно упасть, главное потом подняться. Пошли на другую сторону открутим. Пошли. Кстати, не проговорили, состояние масла, в принципе, более-менее... Масло не черное, по крайней мере. То есть видно, что... Мазута нету этого. Не мазут. Обратный молоток называется. Ты пока снимаешь форсунки, у тебя уже 10-й звонок. Вот видишь, какой ты востребованный. Да. Сейчас. Вот так вот выглядит насос форсунка. Топливо в цилиндры подается через вот эти вот распылители. Хорошо не выглядит? Ну, что, распылы. Черные уже. А как здесь нумерация цилиндров идет? Там 1, 2, 3, 4, не крест-накрест, там не... Сначала правая сторона до 4, потом это 5, 6, 7, 8. Это просто я когда легковой свой Мерседес, у меня тоже V-образный двигатель, заезжал куда-то в сервис. В один сервис они считают 1, 2 на другую сторону, туда-сюда прыгают, то есть... Нет, тоже У меня ошибка по одному цилиндру, они лезут в другой, то есть в одном так, в другом так. тоже неправильно там. Я им просто объяснял. Я говорю, я вообще не специалист, но я говорю... Мне кажется, Ну, знаю получше вас. Не, я говорю, мне кажется, просто вы не в тот цилиндр лезете. Нет.
Просто висит вкрученный. Берем такой вот специальный инструмент. Там на поршне куски какие-то, что ли? Или это столько нагара? Ну, блин, гильзы вроде такие прям. Хон есть. Относительно неплохой. Крикнешь, когда что-нибудь найдет, чтобы не тратить эфирное время. Не, у тебя уже 10-й звонок за полчаса. Такое обращение, как бы, ну, понятно, что Сергей всем не может отказать, всем помогает, но иногда просто люди уже звонят, там, Сергей говорит, по 5 раз в день с консультациями, по несколько раз. Сергей старается всем помочь, но и вы, если уже звоните, отнимаете у Сергея много времени, ну, как-то отблагодарите его, скиньте ему что-нибудь, потому что на самом деле вот это отвлекает. За последние вот сколько, час съемок Сергею позвонили, звонков 10 прошло. В систему охлаждения и увидите, откуда у вас потечет в интеркулере. Когда это массово, это просто начинается как бы это сложно. Вот туда и копайте. А турбины дальше куда идет? Вниз? И когда вот это вот все приобретает массовый характер, на самом деле вы можете себе только представить, да, помочь-то несложно человеку рассказать, но когда это массово и тебе там по 5-10 звонков в день приходят по всем машинам, а что у меня здесь, а что у меня может быть здесь, а как мне туда залезть, а как отвертеть это, а вот здесь я посмотрел. В понедельник у меня был день рождения, блин, у меня больше звонков вот таких вот просто за советом, блядь, чем звонков с поздравлениями было. Вот, поэтому, если уже обращаетесь, то, ну, уважайте Сергея, уважайте его время, как бы, ну, его знания, его помощь, ну, можете перевести ему что-то, он будет благодарен вам. Ну, я считаю, это просто было бы справедливо. А по легковым не звонят все? Что, хочешь позвонить? Просмотрев все цилиндры, ну, ничего страшного я не нашел, то есть относительно неплохие, то есть гильзы, общее состояние как будто бы не 1 700 000, ну, всего 700, то есть 800 тысяч пробега, то есть, ну, для этого нормально, для ляма 800 как-то подозрительно. Не, ну машина 2009 года. Ну, либо так хорошо обслужено, да, то есть, что прям ничего плохого, ну, как и вкладыш. Антифриза там не было на поршнях? Нет. Так же, как и вот вкладыш, то есть, ну, тоже состояние такое еще относительно не убитый, не ушатанный, прям в хромище, и здесь тоже ничего убитого, ушатанного не видно. Не пролысин, ничего. То есть, единственное, что клапана сейчас держат, не держат, надо фальшем пробить. И, соответственно, направляющие, там, убитый, не убитый, это мы уже не можем посмотреть, только если при снятии головки. Ну, надо ли туда лезть? Пока вопрос, как бы, то есть, гильзы словно неплохие, но еще бы дать давление, чтобы посмотреть, что, как что держат кольца и как держат клапана. Погнали. Такая фальш-форсунка, то есть форсуночка с дырдочкой, и вот сюда воздух будем подавать, без распыла. У нас пока в поддон, да, слышим? Сейчас мы открутим на выхлопе там и на впуске там. Пока мы слышим там где-то в поддон. Через кольца в поддон сейчас идет. Даже мои опытные уши говорят, что объем в допуске. Да. Ну, слышно. Идет? На впуск слышно. Слышно? Слышно? Поддон туда прям побольше, туда птичку. Как и первый. Это есть. Вот видишь, я провернулся. Тоже потекло снизу. И пошло. Здесь как-то сильно пошло. Аж даже здесь видно. И там снизу хреначит что-то. Пойдем на ту сторону давить. Здесь как-то меньше сифонит, да? Там, если в предыдущем там со свистом туда залетало что-то, здесь как-то... Ну, а здесь тоже посифонило как-то громко. Ох, солярка краску на моей куртке не разъест. Ну, вонять будешь теперь, жена домой не пустит. И здесь как-то громко.
Вот так вот, друзья, эти съемки ничего не приносят, но много чего забирают. Куртку повредил, штаны порвал. 2 штуки. Да, телефон он уже полгода не могу починить, но при съемках он у меня пострадал немножко. Вот так вот и снимаем. А я смотрел видео, там чел сравнивал, как более-менее такая, ну, не сильно дорогая, но типа камера снимает, и как телефон. Бля, там, конечно, картинка просто изумительная, ну, когда отличается, если на камеру, да, как оно. Я хочу тоже когда-нибудь попробовать насобирать денег на нормальную камеру. Контент был наш еще более крутой. Обратись в Голливуд. В Голливуд. Надо это. Может, кто-то камеры продает, давайте мы вам будем помогать продавать ваши камеры, а вы нам дадите в аренду одну профессиональную бартером. Все, двигатель протестировали, посмотрели. Плохого мы ничего не можем найти. То есть есть и недостатки, есть в верхнем слое там немного выработка, то есть, ну, естественно, износ. По клапанам некоторые чуть-чуть пропускают. Но такого, чтобы прямо сейчас туда лезть и срочно делать, пока не видим. Просто тут возник вопрос, то, что лезть в кожух, ну, это разбирать пол двигателя сзади, либо все-таки снимать и перебирать двигатель. Это вот стоит у человека выбор. Либо уже делать полностью, либо просто устранять сейчас там и через какое-то время, то есть уже лезть все остальное делать. Ну, тут останется за ним дело. Мы сейчас пойдем его докладывать и будем принимать какое-то решение. Доложить. Либо мы коробку снимаем у кожух маховика, устраняем течь, либо снимаем двигатель. Но резких на это причин нет. Друзья, еще раз благодарю тех, кто подписался на канал, кто оставляет комментарии, кто ставит лайки. Для нас это очень-очень важно. Огромное вам спасибо, мы вас ценим. Короткая справка. Значит, привели сюда клиента, показали ему все, что здесь есть, все, что нужно делать, все нюансики. Значит, для того, чтобы устранить течь антифриза, здесь нужно проделать достаточно большую работу. Это снятие там компрессора, турбины, да, снятие коробки. Короче, еще там много чего, правильно? Разобрать пол двигателя, то есть заднюю часть, снять кожух, ГРМ, ну и, соответственно, снять эту крышечку, которая находится вот там вот, в самом-самом, и поменять там 2 резиночки эти. И, соответственно, все потом на место это собрать. Плюс у нас, да, мы разобрали, здесь дефектовали, там дефектовали, то есть это все на место собирать. И еще, ну, то есть увидев вкладыши, говорит, ну, поменять вкладыши. Но понимает, что у нас головки требуют ремонта, то есть дуются клапана, там некоторые мы видели впуск. Можем, конечно, продолжить дальше диагностику, это вот снять опять же головки, просмотреть и понять, что их надо делать уже к этому времени. И воочию увидеть гильзы, где сверху уже выработка имеется, какая-никакая. И принять решение, что надо менять гильзы. При этом человек продавать автомобиль не собирается, он планирует на нем работать. И то есть, ладно, машина еще бы так, грубо говоря, походила бы, но опять же пройдет там, грубо говоря, год, и опять это все он будет снимать, ну или год-два, я не знаю, какие там пробеги. Может меньше, может он у него быстрее будет все это делать. Но и придется все равно все опять разбирать, снимать и опять платить за то же. Ну, как мы задали ему вопрос, расход масла есть, ну, масло подъедает, то есть он его подливает, в любом случае, какая-никакая, то есть уже гильза, кольца подстертые в любом случае. Ну и при фальшем, когда мы дули, мы слышали, чуть через кольца все-таки дуется. На некоторых сильнее, но на да, некоторых все по-разному. То есть тут состояние колец надо еще понимать, это надо достать их и, соответственно, проверить. Ну и он решил все-таки сделать двигатель именно сейчас, то есть не разбирать половину сейчас, половину там потом, лучше снять уже двигатель полностью. Еще плюс у него порвана здесь вот подушка. А подушка двигателя порвана, передний сальник течет? Да, и передний сальник. Вот, ну, в совокупности, то есть лезть надо много где. Ну, и чтобы уже это все делать не по мелочи, приняли решение все-таки выдернуть отсюда двигатель, перебрать его, устранить все эти недостатки, собрать и спокойной душой ездить дальше. Кататься и ни о чем. Соответственно, кардан, коробка передач и потом уже сам двигатель. Вот эти ключи будешь мне подавать. Принял. Буду фрагментами показывать, потому что это все может занять очень долго времени.
Друзья, давайте проверим, какой у Сергея голос. Не, ничего, хорошо. Я к тебе то залезть не могу, ты хотя бы расскажи, что там делаешь. Я сейчас снизу коробку откручу от двигателя. Друзья, я бы вам с удовольствием показал все эти вещи, но, к сожалению, туда добраться может только рука мастера. Для камеры там места нет. Оп. Оп. Резиновые шланги задубели. Вот эти вот тут прям приклеились очень сильно. Пытался сдернуть. В Смоленск как раз машину поехал смотреть. Это система охлаждения, да? Хоть и антифриз слили, а все равно потекло. Еще... А, точно. В антифризе. Антифриз попадает в масло, масло попадает в антифриз. Чтобы мне потом запомнить, какую и куда ставил. Где откуда снимал. Сам. Я не знаю, Сашка взял, не взял. Фишки сняли. Воздух отсоединяем тоже. Главное, из рук не выпусти, чтобы мне в яйца не улетело это. Я больше за зубы боялся. За зубы я не так боюсь. Их можно много ставить. Опять. Куда мы там уперлись? Никуда? Вышли. Все, погнали дальше. У нас спереди порванное мы видели. И вот задняя правая, передняя левая. Это вроде пока цело. Но если менять, надо будет все, видимо. Взял. Я держу. Держишь? Я держу. Хорошо держишь. Поднимай. Поднимай. Да все уже. Коробку закрепили таким вот образом. Но у нас будет в каком? В подвешенном состоянии. Пока да, будет висеть так, потом будем решать, что делать. Если можно большая будет открыть. Теперь будем обвязывать двигатель. Откручивать хомуты выхлопа, воздушные, Охлаждение. охлаждение. Все это откручиваем, ну и, соответственно, электричество. Вот это все подсоединение на блок. Обе подушки порваны. Да. Угу. Ну, со второй. Я видел, что она оторвана была. Не стал даже откручивать. А эту открутил, думал, она целая. Она тоже выпала.
Итак, друзья, вот мы подошли к концу этого выпуска. Вот с такого состояния в следующем выпуске мы начнем полную разборку и дефектовку этого двигателя. Частично, да, тут уже что-то разобрано. Коромысло, форсунки, поддон масляный. Ну и маслозаборник. Ну что ж, друзья, вот такое видео у нас получилось. Спасибо тем, кто был с нами это время. Мы очень надеемся, что вам понравилось. В следующем выпуске мы разберем этот двигатель, а еще в следующем мы его соберем, запустим, расскажем все нюансы, расскажем стоимость данного ремонта. Друзья, если вам не сложно, как я уже говорил, YouTube нам не приносит ничего, поддержите нас лайком, комментарием, если вам не сложно. Если сложно, то не делайте этого. Но для нас это будет очень большая поддержка с вашей стороны. Отдельная благодарность тем, кто подписался на наш канал. Мы вас очень ценим и будем дальше стараться вас радовать новыми видео. Оп, а это к нам еще 2 МАНа заехало. Евро 6, Евро 5 на ремонт. Кстати, друзья, кто на канале у нас первый раз, можете зайти к нам на канал, посмотреть видео. У нас очень много интересных, полезных видео про ремонт грузовой техники. Заходите, смотрите, узнавайте новое или просто хорошо проводите время. Будем рады видеть вас всех. И до встречи в новом видео. Ну а мы что? Разбираем двигатель. Дальше. Разбор Груз, channel about trucks. Разбор груз. Канал о грузовиках.